Привет, народ! Сегодня продолжаем Elder Scrolls Online. И сегодня продолжаем Дэшан. Дэшан у нас довольно-таки геморный, потому что его много. Поэтому будем потихоньку проходить. Думаю, за этот выпуск мы весь его не пройдем, хотя, конечно, постараемся. Но пройдем его как можно больше. Мы игнорируем, свитки забираем. Сразу применим его. Такс, мы на чем остановились? Мы остановились на какой-то из локаций. Какой из локаций? На вот этой. Вот ближайшая локация, как раз вон конюшня по дороге. Туда и пойдем. Ага, еще рано. А, денег нету. Ну ладно. Я забыл, я же все бабки скинул. Ладно, в принципе, можно и так, но так дольше, блин. Но что поделать? Что поделать? О, блин, напугали. Это у нас глубокий разлом. Извини, у меня нет времени на любезности. У нас тут небольшое бедствие. И что же происходит? Это глубокий разлом, шахта Квама. Внезапно что-то пошло не так. Шахту наполнил странный дым, и Квама сходят с ума. Они нападают на рабочих. Я готовлю зелья, которые нейтрализуют действие дыма, но у меня заканчиваются ингредиенты. И чем я могу помочь? Мой муж Борил ушел обратно в шахту. О чем он только думает? Извини, что ты сказал? Помочь? Да, разумеется. Чтобы приготовить больше зелий, мне потребуется алоэ или горец почечуйный. Они повсюду растут. Можешь набрать немного, если хочешь. Окей. Я попросила Нелвану и Марола собрать... И Маролоса собрать травы. Может, они собрали немного, хотя, скорее всего, просто опустили мои слова мимо ушей. Рабочие не очень тепло ко мне относятся. Если же у них ничего нет, пройдись по окрестностям. Горец растет у камней, а алоэ надо искать на открытой местности. Спасибо. Так, ну ладно, погнали. Ребята, у вас есть цветы? Они сказали, что в шахте ядовитый дым.
Но я не могу понять, как такое возможно. Мы выращиваем квама, а не добываем минералы. Я попытаюсь найти травы для подруги вашей. Так, как обычно, жене Борила хочется, чтобы мы за нее работали, чтобы за нее работали другие. Как по мне, она немного избалована. О, убеждение. Она беспокоится и жаждет помочь. Я был бы благодарен, будь у тебя хоть сколько-то алоэ или горца. Ладно, возьми. Не хотел бы, чтобы потом говорили, что в трудные времена я ничем не помог в шахте. Ну, половину отдал. Красавчик. Там у нас книжечка. Тут у нас книжечка. Так. Я много лет работала в глубоком разломе, но никогда не слышала, чтобы квама нападали на шахтеров. Происходит что-то действительно странное. Я пытаюсь найти травы. Похоже, Драса опять нашла кого-то, кто готов сделать работу за нее. Тебе не попадались листья алоэ? Точно, бегать... Так, короче, у нее трав нету, потому что у меня нету денег. Значит, соберем сами. Невелика потеря. Никогда не думала, что квамы могут быть такими агрессивными. Так, у меня есть нужные для тебя травы. Слава Вивеку, как можно скорее нужно дать зелье рабочим. Я уверена, это поможет. Должно помочь. Как ты думаешь, откуда взялся этот дым? Не знаю, откуда мне знать. Я в шахту не хожу. Почему ты меня спрашиваешь? Прости, мне так тяжело. Я беспокоюсь за своего мужа, Борила. Он ушел обратно внутрь, и я понятия не имею, что случилось с моим идиотом-кузеном Рейнвисом. А зачем Борил вернулся в шахту? Он беспокоится за рабочих, думает, что они все еще в шахте. Я так волнуюсь. Борил много лет не брал в руки меч, а квама ведут себя не так, как обычно. Ты сходишь за ним, отнесешь ему зелье и выпей одно из них перед тем, как спускаться. Ну, хорошо. А ты что здесь делаешь? Надеюсь, ты выпил одно из зелий Ядраса, иначе визит окажется весьма кратким. Да, спасибо за предупреждение. Вот еще один совет, бесплатный. Держи оружие под рукой. Я никогда не видела квама настолько агрессивными. Столько добра пропадает, правда же? В смысле? Чтобы пробраться через туннели, тебе придется убить множество квама, верно? Глупо просто оставлять их гнить. Почему бы не собрать их молочко? Это воскообразное вещество на рыльцах. 1001 способ применения. А я тебе щедро заплачу. О как. Навыков не будем переводить. За все эти годы я никогда не видел ничего подобного.
Борил, твоя жена беспокоится. Я надеялся отыскать Ренвиса, кузена моей жены, и остальных пропавших шахтеров, но не очень преуспел. Теперь слоняюсь тут в темноте, пытаясь не попасть в зубы Квама, но кое-что меня сильно встревожило. И что же? Предательство. В шахте полно открытых сосудов, источающих ядовитый дым. Это не случайность. Некоторые из них я закрыл, так что здесь все чисто, но на нижних уровнях кишат Квама, и мне не пройти дальше. Может, я сумею запечатать сосуды? Если справишься, то станешь героем глубокого разлома. Запечатай сосуды в центре и на нижних уровнях. Если наткнешься на шахтеров, дай им одно из зелий Эдрасы. И приглядывай за кузеном Ренвисом. Он не самая острая стрела в колчине. О, как. Хорошо. Нет, отлично, блять. Мы закончили. Да не закончили, блядь. Вот и брательник. Вам взбесились, этого не должно было случиться. Ренвис, о чем ты говоришь? Из-за чего Квама свихнулись? Это же просто шутка такая была. Она сказала, что никто не пострадает, она обещала. Клянусь, я не сделал ничего плохого, это вообще не я придумал. Говоришь, это твоих рук дело? Это все Эдраса. Я знал, что так нельзя. Если меня не сожрут Квама, я обещаю пойти в храм и со всей душой помолиться богам. Я даже дам золото беднякам. Ох, какой герой. Успокойся, тебя никто не съест. Нам нужно выбираться отсюда. Я знаю короткий путь, но там большой Квама. Он вошел в этот туннель, и если ты потревожишь его яйца, уверен, Квама вылезет. Окей.
Мне жаль, я не хотел, чтобы кто-то пострадал. Я убил взбесившегося Квама. Спасибо, я поступил глупо. Эдраса дала мне ожерелье, чтобы я это сделал. Она сказала, что его ей подарил кузен Борил, когда они поженились. Оно стоит больше, чем я зарабатываю за месяц. Почему Эдраса так поступила? Она сказала, что кузен думает только о Квама. Она решила, что если шахта закроется на несколько дней, то он свозит ее в Морнхолд. Хотела потанцевать, пройтись по магазинам и развлечься. Она не предполагала, что Квама взбесится. Все это ради выходного? Вот, возьми ожерелье. Видеть его больше не хочу. Я могу уйти через туннель. Теперь он свободен. Мне очень жаль. Очень-очень жаль. Ладно, поторопись. Ядрить. Ради выходного Ледина многое готово. Я ее понимаю. Хе-хе. Что ты собираешься делать с этим молочком? Какая разница, Квамы уже все равно мертвы. Разве лучше, если молочко пропадет, зачем упускать возможность заработать немного золота? Или ты хочешь сам его продать? Это же молочко не твое. Моя идея, моя и прибыль. У алхимиков молочко в дефиците, его сложно достать, так что это идеальная возможность заработать. Думаю, ты должна отдать его Борилу, а не продавать. Ах ты ничтожество. Это же я придумала. Хорошо, я отдам его Борилу. Уверена, что за преданность и честность он погладит меня по головке. Ну, в самом деле, кому нужны все эти золотые, отягощающие кошелек? Это же жучара какая. Вернулся. Теперь в шахте все в порядке? Я поговорил с твоим кузеном. Значит, тебе известно, что я натворила. По голосу слышу. Это было глупо и опасно. Мне так стыдно. Я пыталась искупить вину, помогая раненым рабочим. Амулет, который ты дала Ренвису, у меня. Это подарок Борила. Если он его увидит, то поймет, что в этом замешана я. Прошу тебя, я заслуживаю наказания, но не хочу терять Борила. Если ты не расскажешь, что я в этом участвовала, я обещаю найти способ все исправить. Ага. Больные рабочие, ядовитый дым, агрессивная Квама. Что еще может пойти не так? Ладно, отдам ей. Не хочу, чтобы они разводились из-за этого. Да благословит тебя Алмалексия. Ты об этом не пожалеешь. Я помогу Борилу и шахтерам. Я даже перестану жаловаться на Квама, и я точно больше не совершу подобных глупостей. Нашел хоть какие-нибудь улики? Да нет. Просто поразительно. И кому только могло такое прийти в голову. Спасибо тебе за помощь. Вскоре шахта снова заработает. И мы будем следить, чтобы в будущем не возникло проблем. Ай, спасибо, молодцы какие. Так, а сейчас мне надо кое-что поглядеть в настройках ОБС по-быстрому. Ага, все нормально. Все, продолжаем. Во, мы можем уже поставить штандарт рыцаря. Это хорошо. Устанавливаете боевой штандарт, который наносит противникам 1800 огненного урона раз в 1 секунду в течение 16 секунд.
Находящийся около штандарта союзник может активировать оковы для огненного урона противникам в области действия. Ну, пусть пока так. В этом вооруженном в двуручном оружии за пассивки. Когда в руках, когда в руках, когда в руках, когда в руках и когда в руках. Ну, пусть пока не будет изученное, но мы этим займемся. Все-таки я, наверное, перейду на двуручное оружие со временем. Если найду что-то толковое. Так, следующая локация. Долина призрачного змея. Ну, пусть будет она. Это что было? Так, ну ладно. Квест у тебя берется? Я скучаю по Эбенхарту. Хотела бы я оказаться дома. Что-то не так? Господин Растон ушел в лагерь Мабригашей и так и не вернулся. Боже, Мабригаши, какое страшное слово. Он хотел наладить торговлю с племенем, но, думаю, что-то пошло не так. Его нет слишком долго. Чего он ожидал от места, которое называется Долиной Призрачного Змея? Так, а кто же такие Мабригаши? Мабригаши — это эшлендеры, но более замкнутые, чем остальные. Они поклоняются духу змея и изготавливают уникальные изделия из змеиной кожи. Это и заинтересовало Растона. Так, Племя отказывается разговаривать с кем-либо из дома Хлалу, но, может быть, они поговорят с тобой. Ну, окей, попытаюсь найти его. Так, полагаю, племенем управляет предсказательница, но Растон отвергает саму мысль об этом. Он не в силах поверить, что женщина может обладать такой властью. Надеюсь, он не оскорбил ее. Как бы там ни было, Растон отправился поговорить с Гулаханом Харинатом. Простите, но я его не выговорю. Так, а больше я его не видела. Почему они называют это место Долиной Призрачного Змея? Кто знает, как эти места получили свои названия. И Трини говорила, что в образе призрачного змея они поклоняются Ситису. На мой взгляд, бессмыслица. Все, что мне известно, поблизости по болотам ползают большие змеи. По мне, они выглядят совершенно материальными и ничуть не призрачными. Так, короче, у них чувак пропал. Пропал в этой локации. О, вот и Гулахан.
Наш последний гость был полным идиотом и ухитрился оскорбить чуть ли не всех жителей деревни. Прошу тебя, не говори, что ты так и что и ты такой же. Люди торговца беспокоятся о нем. Чужеземцам здесь не место. Наймитам дома Хлалу следует собрать вещи и уйти. Сейчас торговец в руках предсказательницы Бадани. Но дом Хлалу может послать других, если Растон не вернется. Такие мысли посещали и меня. Ты мыслишь стратегически, а я такое ценю. Торговец оскорбил предсказательницу, а ее гнев может привлечь еще больше нежелательного внимания к долине. Поговори с мудрой женщиной. Может, она захочет тебе помочь. Ну, пойдем поговорим с мудрой женщиной. Иру Ахан. Если ты хоть пальцем до меня дотронешься, я скормлю тебя змеем. Какая дружелюбная. Я уже по горло сыта мужчинами-чужеземцами. Да я пытаюсь выяснить, что случилось с Растоном. Торговец не твоя забота. Его судьба в руках предсказательницы и призрачного змея. Но все же что-то беспокоит долину. Я думала, что этот торговец теперь... Но теперь знаки и предзнаменования указывают на тебя. Ну то есть еще и меня надо закопать. Так, на меня? Что ты имеешь в виду? Повсюду вокруг нас знаки и предзнаменования, которые влияют на события, как ты можешь не замечать их. Если тебе нужен мой совет, тебе следует... Постой, что это? Твое присутствие пробудило рабов змея. Что за безумие непрекаянные духи? Почему вы... Так, успокойтесь, духи. Доверьтесь мудрости призрачного змея. Короче, она договаривается. Да беспредел, я хочу поговорить с мужчиной, который возглавляет это племя. Ты безумная. Очередной чужеземец. Но его я видела в своих видениях. Нам нужно поговорить. О, спасибо, но хоть не сразу убиваете. Не знаю, поприветствовать мне тебя или проклясть. Я здесь не знаю, поприветствовать тебе меня или проклясть. Я здесь по поручению торговцев. Они беспокоятся о Растоне. Этот глупец приставал к нашим охотникам, докучал нашим мудрым женщинам и оскорбил меня своим требованием поговорить с мужчиной, который возглавляет наше племя. Я никому не позволю подвергать сомнению мою власть или создавать проблемы в долине. И что ты собираешься делать с ним? Я собиралась отправить его к призрачному змею, но с твоим прибытием все изменилось. У меня было видение о тебе на извилистом пути. Тебе предстоит сыграть роль в решении судьбы этого мужчины и нашей долины. О, как. То есть ты хочешь, чтобы я решил судьбу Растона? В тебе есть что-то необычное, я это чувствую. И призрачный змей наверняка знает о тебе. Поговори с этим мужчиной, оцени его, а потом вернись ко мне, когда будешь готов к испытанию. О, кто-то на барабанах играет. Ну да ладно. Я ведущий торговец дома Хлалу. Меня везде привечают. Но эти люди хотят принести меня в жертву какому-то змею. От чего они хотят тебя принести? Откуда мне знать? Я честный торговец. Я просто хотел наладить скромные торговые связи с племенем. Они зарабатывают, мы зарабатываем, все в выигрыше. Следующее, что я помню, они меня связывают и ведут себя так, будто я совершил какое-то преступление. Ты, должно быть, чем-то их разозлил. Я наслаждался местным колоритом, если ты понимаешь, что я имею в виду. Дамы Мабригаши прекрасны, но эта ведьма Бадани от попытки пофлиртовать просто взбеленилась. Кроме того, они не дают мне поговорить с главным мужчиной. Зачем они так? А ты уверен, что больше ничего плохого не сделал? Ну, я попросил предсказательницу вызвать вождя и поднести стаканчик Шейна. Но я попросил вежливо и все такое.
Не дай им скормить меня змею. Я не сделал ничего плохого. Вот дурак. Надеюсь, она прислушается к голосу разума. Судя по ее поведению, она тут главная. Но она даже не выслушала мое предложение. Торговое предложение, заметь, не брачное. Эти змеи могли бы принести ему уйму золота всем нам. О, ревущее пламя, 20 уровень. Оно мне как раз и надо. Вот так. Что же ты думаешь насчет этого мужчины? Не думаю, что торговец хотел кого-то обидеть. И тем не менее, ему удалось оскорбить почти всех. Мои видения поведали мне, что именно ты определишь судьбу этого мужчины, как и судьбу моего племени. В поисках наставления призрачного змея ты пройдешь по извилистому пути. Окей, что мне надо сделать? Иди по извилистому пути к клыкам змея. По пути собери ровно 8 болотных крыс, чтобы сделать подобающее подношение. Лишь немногие доходили до клыков. На каждом шагу по пути ты будешь сталкиваться с призрачными рабами змея. Они уже почувствовали твое присутствие. Хорошо. Идем собирать крыс. Дам дыхание. Дышите пламенем на противников, нанося урон в течение... Ага, короче, поджигатель. Поджигаем. Но мне надо ядовитое дыхание, так что... Надо будет. Крыс не обязательно убивать. Пиздец, у них, конечно, крысы размерами. Коты. Перейдем относить подношение.
А вот и призрачный змей. Мне нравится твое подношение. Бля, здесь и правда есть призрачный змей. Теплокровного прислали те, кто чтит и защищает эту долину. Весьма интересно. Мабригаши попросили обратиться к тебе за советом. Любой путь ведет в два направления, к свету или к тьме. Свет и тьма, добро и зло, солнечный свет и тень. У всех вещей две стороны, маленький теплокровный. И на что ты намекаешь? Позволь показать. Один момент, братан. Ну, давай. А, мне зайти надо внутрь. Окей. Тут за что мне нравится штандарт рыцаря дракона, это за то, что визуально оно это выглядит под стать пакту. Ну, то есть, в зависимости от твоего альянса. Флаг на нем стоит. Теплокровный, ловкий и умелый. Окей, теперь ты поможешь мабригашам? Мабригаши должны сами принимать решения, присоединиться к внешнему миру или остаться в изоляции. Но не бывает просто света или просто тени. Покуда они чтут меня и мой род, они вольны делать все, что им заблагорассудится. То есть долина не изменится, если они откажутся от изоляции. Некоторые могут остаться в изоляции в долине, а другие предпочесть внешний мир. Две стороны одного пути. Присутствие торговцев уже изменило долину, грядущее неизбежно. А что насчет тебя? Я призрачный змей, я вечен, я неперестанно меняюсь. Для тебя один, для мабригашей, возможно, другой. Помоги мабригашам, как тебе угодно. Выбор за тобой. Я могу отправить тебя обратно к предсказательнице. Она ждет в своем шатре. Ну окей, погнали. ТПХай меня, братан. Ты прошел по извилистому пути и выжил. Молвил ли свое слово призрачный змей? Да, он сказал, что решать должны вы сами. Призрачный змей мудр, но непостижим. Я надеялась, что он потребует, чтобы мы отдали ему торговца. То, что ты появился одновременно с торговцем, не совпадение. Ты с этим связан. Ты должен помочь нам принять решение. Окей, что мне нужно сделать? Я изготовила змеиный тотем, олицетворяющий переплетение судьбы мабригаша и торговца. Возьми его в моем шатре, а я распоряжусь привести торговца. Не, ну вообще надо выходить из изгнания, или как они, из изоляции. Хули они сидят. Так, нужно вынести решение. От этого зависит наша судьба. Хорошо. Теперь ты должен сделать выбор. Если мабригашам лучше оставаться в изоляции, положи тотем в огонь. Если нам пора изменить наши обычаи и начать торговать с Хлалу, отдай тотем торговцу. Что произойдет, если я подожгу? Торговец останется в долине и будет служить змею. Разве плохо, если мабригаши будут вести менее уединенный образ? Я знаю только то, что это нас изменит. И лишь время покажет в лучшую или худшую стороны. Ну ладно, поговорю еще с торговцем. Как они смеют? Так, мабригаши не уверены, стоит ли впускать в долину чужеземцев. И поэтому ко мне надо относиться к какому-то преступнику. Я был исключительно почтителен, и торговля пойдет им на пользу. Ну, как и тебе.
Конечно, я же торговец. Как насчет такого варианта? Заключим торговое соглашение на их условиях, а я буду держать других торговцев подальше от долины. То есть еще выгоднее. Чужеземец, веди себя осторожнее, когда находишься среди мабригашей. Так, хорошо, твое мнение. Ба, Растон утверждает, что ничего не изменится, но я ему не доверяю. Если хочешь знать мое мнение, Хлалу не сильно лучше воров. И что мне делать? Если бы зависело от меня, Растон тихонько бы исчез в первую же ночь, как прибыл сюда. Понятно. Я удивлена тем, что мужчине удалось увидеть призрачного змея и выжить. Попахивает сексизмом в обратную сторону. Как ты думаешь, будет ли племени выгодно вести дела с Хлалу? Сначала я просто хотела, чтобы торговец ушел, но потом я много думала. Возможно, было бы не так уж и плохо вести дела с Нижним Миром. Ну, так да. Мне доводилось говорить с некоторыми мудрыми женщинами Мабригаши, и они были очень вежливы. И что мне, по-твоему, делать? Пару раз я испытала на себе хваленые чары Растона, не удивлена, что ему удалось оскорбить каждую женщину в долине. Интересно, согласится ли предсказательница на другой вариант? Я не желаю Растону зла, но у меня есть идея. Какая идея? Они сохранят Растону жизнь до тех пор, если он обещает не болтать о долине и не возвращаться сюда. Затем они подписывают торговое соглашение со мной, ведут со мной дела, а я не подпускаю к ним других торговцев. О, а вот это вот хорошая идея. Женщина все-таки. Я принял решение. Твое следующее действие определит нашу судьбу. Если мабригаши должны открыть доступ в долину, то отдай тотем торговцу. Если нам суждено остаться в уединении и оберегать долину от посторонних, сожги тотем на костре. А я вот так хочу отдать. Эй, не, стоп. Что ты скажешь о соглашении с Тевини Хадран в обмен на освобождение Растона? Тевини говорила сыру Ахан и предлагала то же самое. Хитрое решение, умно. Я восхищена. Я бы предпочла иметь дело с умной женщиной, которая уважает и понимает наши обычаи. Так ты отпустишь Растона? Да, будет гостить у нас, пока мы с торговкой не обсудим все подробности сделки. У нас есть способ сделать так, чтобы он больше никому о нас не рассказал. Но не бойся, скоро его отпустят. Вот так мы решили еще одну проблему. Какие мы молодцы. Так, продолжим мы после перекура. Скоро буду.
Итак, народ, я вернулся. Сейчас мы одну небольшую манипуляцию проведем. Я хочу увеличить FPS в игре. Для этого мы займемся копанием в документах. Так, Elder Scrolls Live и, по-моему, User Settings. Так, и для этого нам надо Set Mini Frame Time. Set Mini Frame Time. Господи, сколько много цифр. Вот, Mini Frame Time. Так, сколько есть тут? Так, это меняем на 0, а вот это вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ой, вам же не видно, прошу прощения. 6 пятерок. Сохраняем. И открываем игру. По идее, у меня должно быть сейчас 180 FPS. Под мою герцовку монитора. Ну или хотя бы 179. Ага, максимум почему-то 120 стало. Печалька. Так, попытка номер 2. Так, где-то здесь должен быть набор циферок. Вот он. Хорошо, пусть будет так. Ага, все равно 120. Интересно. Ну ладно.
Ладно, 120 так 120. Мать так. Где у нас там кристалл? Ага. В самом конце, конечно же. Я вспомнил, почему у меня 120. Потому что у меня максимум 120 стоит. Всё, последний перезапуск и все. Прошу прощения. А, нет, заберу сразу кристалл. Теперь перезапускаем игрульку. И будет у меня все нужные FPS. Все, теперь 180 FPS.
Так, тот камушек мы забрали. Вот еще один камушек, а потом еще один камушек. Вот так пойдем, значит. Что у нас там по скиллам? По скиллам пока ничего. Еще один камушек. Ну, а теперь как раз в тихую трясину. Путник, на радушный прием здесь можешь не рассчитывать. На нашу деревню напали. И кто напал? Пираты Каджиты. Они устроили набег на нашу деревню, порабощают жителей и забирают припасы. Я собрал здесь выживших, но без Лилвоты не уйду. Проклятые кошки. И где все это время были темные эльфы? Их флот должен был защищать побережье. Кто такая Лилвота? Моя подруга и наш духовный лидер. Когда напали пираты, она была в деревне. Чужеземец. Я всего лишь старый фермер. Выращиваю соленый рис. Умоляю, найди и верни ее. Ну, хорошо. Она умелый маг, но всего лишь один саксхил.
Пожалуйста, найди ее и верни невредимой. Идем искать Лилвоту. Брат покладки, почему? Почему ты не мог просто остаться с нами в этом теплом плодородном месте? С кем ты говоришь? Ой, моя голова, я приняла тебя за своего брата покладки. Его зовут Стремление к ночи. Стремиться к ночи. Это он привел их к нам. Его взбесило, что мой супруг стал старейшиной деревни. От- Он даже отдал захватчикам наши священные реликвии. Такое предательство в собственной кладке. Возможно, я смогу помочь? Ты не Саксхилл, зачем тебе нам помогать? Но все же мне не следует отказываться от предложения. Каджиты украли наши священные камни, а их чародейка забрала ветвь Хиста. Мы все это привезли из Чернотопья, когда сюда переехали. Окей, я отыщу их. Поспеши, каджитам все равно, что красть. Они могут повредить реликвии. Два камушка. Где еще коты? Еще два камушка. Отлично, камни у нас. Идем теперь по ветви Хиста. Мгм. Так, и идем к Лилвоте. Ты нашел их камни? Ты нашел наши камни? А ветви? Мне удалось вернуть реликвии. Я рада, что не зря доверилась тебе. Утрата ветви Хиста была бы для меня страшным несчастьем. Стремиться к ночи... Один момент. Стремиться к ночи причинил мне много боли. Как он мог сдать нас пиратам-работорговцам? Неужели его сердце действительно полно ненависти? Так, но прежде чем мы сдадим квест, я активирую большой свиток опыта. Или великий свиток опыта. Великий.
Аджиты сковали пленных жителей при помощи цепей с замками. Найди ключи и освободи их. С моих слов это может показаться простой задачей, но в этой реке наверняка прячутся острые камни. Это выше моих сил. Ключ я найду. Что-нибудь еще? Просто небольшой совет. Начни с большой палатки. На месте каджитов именно там бы я спрятала ключ. Окей. Так, я еще что-то могу преобразовать даже. А что я могу преобразовать? А, критический рывок. Ладно, это пока отложим. Так, во время действия ваших способностей огненное дыхание, опаляющий удар и штандарт рыцаря дракона увеличивается на 2 секунды. О, это прикольно, это прикольно. Ребятки, я ключ найду и приеду к вам. Валивай, чужак, это не твое дело. О, меня со мной связался тот ушлепок. Почему? Надутый сухошкурый, лезешь в дела Саксхилл. Ты, наверное, стремится к ночи. А ты, чужак, который сует нос в чужие дела, покинь это место, пока не наделал такого, о чем пожалеешь. Вот и мудилда какой. О, книжечка. О. Ты продолжаешь надоедать мне, раздражаешь, как болотная муха. Зачем пытаться исправить то, что безнадежно сломано? Вылазь, чувак. Ты провел слишком много времени с жалкими темными эльфами и тупыми нордами. Я не поддамся на твои уловки. Глупый, я давно ушел отсюда. С тобой говорит эхо. Ты можешь навредить мне не больше, чем собственной тени. Я найду способ тебя остановить. А я буду наслаждаться твоими неудачами. Говнюк какой. Так, я вспомнил, что мне еще один надо. Скилл отсюда.
Но я не помню, что это за скилл. По-моему, мне надо ядовитые когти. А ядовитые когти у нас это опаляющий удар. Да. И вот его мы поставим на место пламенной преграды. Но это уже когда мы найдем меч. Да-да, прикольный монитор. Ну прям я в восторге от этого монитора. Я теперь еще и чат могу лучше читать, потому что у меня монитор теперь второй побольше. Тебе удалось спасти жителей деревни, которых захватили в плен каджиты? Ну да, и мне повстречался стремиться к ночи. Ну, или его тень. К несчастью, он смылся. Он боится отомщения за все, что совершил, и правильно делает. Но он забывает о силе Хиста. Думаю, мы можем заставить его вернуться с помощью Хиста. Возможно, именно поэтому он первым делом забрал ветвь и отдал ее каджитам. И каким образом? Говорят, иногда Хист может позвать Саксхил домой. Я дам тебе ветвь, используй ее... Используй ее, господи, чтобы пометить дверь дома моего брата. Я могу еще по-другому пометить дверь твоего брата. Ладно. Ну? А теперь заходим внутрь. Здорово, ебать. По плавности вот очень даже хорошо. Но мне больше нравятся цвета. Вот цветопередача тут, конечно, божественная. Прям лава — это лава. Видно, что это лава. Ты вернулся, он... С ним покончено, стремится к ночи мертв. Предатель мертв, но радости мне от этого это не доставляет. Могу лишь надеяться, что тихую трясину вновь оставят в покое. Я верну ветвь в Лилвоте. Возьми это, друг. Тут немного, но это все, чем мы можем поделиться. Ну, понятно. Ладно, чувак, не переживай, я все равно перейду на двуручный меч. Блять, это еще не все. Стандарт, 3 доступно преобразование. Сколько очков навыков надо? Кошмар. Господи. Да, я поставил на 180, так как мне ж герцовка на 180 максимум, поэтому смысла нету. Ты меня напугал. Да я думала, что ты пират Каджит. Что ты здесь делаешь? Я не могу вот так просто оставить ос. Я изготовила состав, который заставляет их считать нас частью улья. Я думала, что они будут замечательными стражниками, но как-то не сложилось. Однако у меня есть новая формула, благодаря которой они превратятся в разъяренную армию. Армия против пирата. Окей, что тебе нужно? Посмотрим. Полдюжины осиных желудочков. Но затем тебе нужно будет добраться до моей хижины у берега и приготовить отвар. Свой алхимический журнал я оставила там.
Когда микстура будет готова, окропи ею дерево в моей хижине. Это раззадорит ос. Я подумала, что осы могут пригодиться. Мне удалось кое-чего добиться, как ты видишь по моему милому Чезику. Так, знаешь, я бы мог справиться с этим быстрее, если бы ты поделилась парой желудочков. Ладно, у меня припасены вот эти. Они довольно вкусные, если их правильно пожарить и как следует сдобрить. Но раз уж ты помогаешь, то справедливо будет отдать тебе все, что у меня есть. Так, понятно. Для меня шоком было, когда я включил монитор, и звук начал хуярить из монитора, потому что я вообще не ожидал, что он здесь есть. Да-да-да, переключилась на... Кстати, да, спасибо, что сказал насчет стандартно. Сейчас я быстренько стандартное устройство переключу. Всего. Вот так вот. Так, алхимический журнал. Чтобы приготовить варево ярости, нужно размолоть один осиный желудок с 3 кусочками жира тролля и 2 щепотками порошка света дымков. Блять, надо фоткать. Память уже не та. Так, начать смешивание. 1 осиный желудочек. 6 желудочков. Все, я понял. 3 кусочка жира тролля. 6 на 3, 18. И 2 щепотки порошка. 2 щепотки, 6 на 2, 12. Вот это вот. Ух, ёпта. В смысле? Я объебался. Шесть желудочков, 18 кусочков тролля и 12 щепоток порошка. Ну, важно, для изготовления каждой дополнительной дозы добавляйте еще 1 щепотку порошка. Ой, бля. Эй, что ты делаешь? Тикай, подруга. Осы вам дадут теперь просраться. Знаем, убегали. И вернулся, и ты не продырявлен жалами. Да, я приготовил состав, осы сильно разозлились. Я слышала их разозленное жужжание даже отсюда, и вопли каджитов. Это чудесно. Так, ну и это еще не конец локации. Сука.
Где у нас еще может быть квест? Я тут я же могу фильтр включить. Так, фильтр. Quest uncompleted. Cold-blooded Venegace. Cold-blooded Venegace. Значит, нам туда. Здорово. Блохастые, шелудивые каджиты. Эти беспринципные, злобные, глупые твари недостойны жить. Что ты здесь делаешь? Наблюдаю за пиратами и позволяю своей злобе вздыматься, подобно разбушевавшемуся океану. Душный. За нападение на нашу деревню каджиты должны поплатиться, но моя храбрость еще не достигла уровня моей злобы. Как это он сказанул. Я не трусь, но я боюсь. Так, что ты хочешь мне поручить? Сожги их лодки и убей ублюдков, но главное, доберись до их гнусного капитана. Я хочу, чтобы капитан Садир умер. Он там дрыхнет на корабельных канатах, пока мы страдаем. Чтобы разбудить котяру, позвони в Рынду. Так, хорошо, идем давать пиздюлей каджитам. И жечь их лодки. Ну, блядь, светопередача, конечно, бомба. Ну, я пока поставил просто режим кино. Я на работе этим заебался заниматься, поэтому ну его нахер. У нас шеф даже приблуду какую-то купил, короче, на экран надевается, калибровать именно цветопередачу. Ну, нам же надо, чтобы цветопередача совпадала с тем, что выходит из принтера в основном. А в принтерах он тоже вручную настраивал все профили, поэтому вот так вот.
У меня теперь одна проблема. У меня второй монитор был старый, который, он по VGA-шке подключался, и VGA-шка была длинная. А теперь у меня два по дисплей-портам, и они коротенькие. И поэтому у меня трошки мониторы в натяг идут. Надо будет HDMI-ку какую-нибудь метра на 2 купить. Ну, пока это не критично. Я так поставил, чтобы провода были не натянуты, но трохи, скажем так, может я оставлю так, короче. Вроде как удобно. На тебе брызги крови, пахнет каджитской кровью, пахнет победой. Ха-ха. Капитан пиратов мертв. Тогда, должно быть, ты понимаешь, как сладка месть. Каждое оскорбление и каждое пренебрежение должны возвратиться обидчику. Ты оказал нам честь, друг. Возьми это и убей любого, кто посмеет тебя обидеть. Естественно. О, двуручник. А, не, одноручник. Ну и хуй с вами. Так. Так, мне надо двуручный меч. Что у нас только орехалковая кувалда, блять. Которой, кстати, на секундочку растет сила удара заклинаниями. Чудесная кувалда. Ну, я все-таки, кстати, Дэн решил перейти на двуручный меч. Но все статы в ману. Ну да, но тут сама суть, что посмотрим, какой я соберу этот шмот. И получится ли у меня тот билд, который я хочу. Потому что для начала мне, во-первых, надо вообще купить DLC-хуту. Ну то, я думаю, не проблема. Потом выфармить это все дело надо будет. Стой, где стоишь. Посетители крепости Тальдейк должны следовать протоколу. У нас здесь очень строгие правила. Разумеется, скажи, что нужно сделать. Тебе следует доложить генералу Геврину Ридарану в цитадель Тель-Дейк на дальней стороне укреплений. Хочешь совет? Генерал в последнее время раздражителен. Не задавай ему слишком много вопросов. Схера ли он раздражителен? Скажем так, он в некоторой степени непредсказуем. В каждом углу ему мерещатся лазутчики. Поверь, ты не захочешь увидеть его в ярости. Ну, окей.
Где-то книжечку я вижу на карте. А ладно, хуй с ней. Привет, привет. Вообще, если... Вообще нет. Там сундука не будет. Сундук будет в том случае, если ты выполнишь квест под названием... Ох, блин. Короче, по квестам Альянса дается тебе бумажечка типа брошюры. И вот вместе с ней дается сундук, по-моему, если я не ошибаюсь. А так сундучки дороговаты. Дом вообще без мебели будет, если ты его купишь. В смысле, вас же тут не было. Ладно. Хватит стоять с открытым ртом. Ты привлекаешь мух. Говори. Да. Ну да, чисто чтобы хранить. Так, генерал Геврин Ридаран... Геврин, блядь. Мне приказано явиться к вам. Как бы часто я их не наказывал, некоторые из этих солдат все равно придерживаются правил и норм. Разве это не весело? Раз уж ты здесь, мне кажется, у нас в форте шпион Норд. Разоблачи этого шпиона, и я повышу тебя до капитана. Вот так вот, тупо ноунейма левого. Не, там, по-моему, 10 или 20 ячеек только. А так сундук надо будет покупать отдельно, если хочешь, но тоже там все ограниченное. Так, раз уж ты здесь, мне кажется, у вас в форте... это я уже читал. Так, разве норды не уходят в пакт? Именно это и делает шпиона таким опасным. И больше никогда не подвергай сомнению мои приказы. Отправляйся разоблачать шпиона в лице Рагны Штормовой Утес. Я приказываю. Так, чувак, по-моему, ёбу дал. Что за новое безумство генерал придумал сегодня? Он считает, что ты нордский шпион. О, это что-то новое. Уже около 10 лет телохранитель генерала. Если бы я и замышляла что-то против него, то, думаю, уже бы нанесла удар. Окей, Ушкидан. Он хочет, чтобы я разоблачил тебя. Я головой рискую, говоря тебе это, но у меня просто руки опускаются. Думаю, генерал сошел с ума. Ну да, маразм у чувака. Сначала ему повсюду мерещатся предатели. Да-да-да, насчет подписки тоже постоянно думаю. Да, есть такое, действительно, сумка ремесленная называется. Но опять-таки, если у тебя вкачан инвентарь на персонаже, вот у меня с конем 200 ячеек на персонаже. Плюс в банке 200 ячеек. Так что, ну и мне как-то хватает с головой. Особенно если торговлю активную вести, ты не успеваешь накопить большое количество. Так, ладно, генерал сошел с ума. Боюсь даже предположить, какое безумство он затевает в следующий раз. Ну да, мне ты определенно не кажешься шпионом. Я посвятила свою жизнь защите генерала и служению пакту. Именно поэтому я должна понять, что произошло с Гевриком. С Гевриком. Геврином. Блять, какое у него конченое имя. Так, прошу прощения. Ты поможешь мне? Окей, что нужно сделать? Генерал приказал мне держаться подальше от его покоев на нижнем этаже. Раньше он никогда так не делал, и мне хотелось бы знать, что он там прячет. Он поставил туда стражника, но если ты сможешь его миновать и обыскать комнату, то, возможно, поймешь, что происходит. Окей, посмотрим, что там есть.
Кстати, тебе небольшой лайфхак, если у тебя это раз в год, по-моему, дается типа бесплатная возможность, ну, бесплатная неделя подписки. И благодаря этой неделе ты все твои вещи из инвентаря и банка автоматически переносятся в ремесленную сумку. Иди отсюда. Здесь не на что смотреть. Мне нужно здесь осмотреться. Осмотрись где-нибудь в другом месте. Это личное покои генерала. Он никого не приглашал. Я вас не звал, идите нахуй, да. Ты не замечал странностей в поведении генерала? Я просто пытаюсь ему помочь. И правда, он сам не свой в последнее время. Смотри, тут есть другая фишка. Ты можешь вступить в торговую гильдию и продавать товар некоторым игрокам. Если ты установишь там Real Trade Center Pro, то у тебя будет писаться цена на рынке, типа на аукционе. И вот, например, сам декоративный воск, вот тебе для примера. У торговцев стоит 6 монет. Кстати, да, не повышаются цены у торговцев. А на аукционе его можно продать за 230 монет. Так что вот подумай насчет вступления в торговую гильдию. И попроси там кого-нибудь просто тебя раздуплить. Потому что это прям, ну, намного выгоднее, чем продавать все торгашам. Так, в этом шкафу висит искусно пошитый мундир. Мундир покрыт тонким слоем пыли. Обмундирование давно не надевали. Так, теперь тумбочку обыскиваем. В этой тумбочке лежит чистый гребень, серебряный сосуд с мускусным лосьоном и аккуратно сложенные платочки. Все покрыто тонким слоем пыли. Найти нового служителя. Короче, походу кто-то подменил того чувака. Капитан Доронил. К твоим услугам. Капитан, есть минутка? Боюсь, только минуту я и могу уделить. Генерал уже и так сильно недоволен. А что ты сделал не так? Хотелось бы мне знать. Я всегда служил прилежно, следовал воле трибунала и с честью защищал форт. Я даже подчинился неразумным приказам генерала, которые обычно шли вразрез с моими собственным мнением. Так, я видел распоряжение на столе генерала. Он намерен казнить тебя за неподчинение. Блядь, кукухой поплыл чувак по полной. Я солдат и верен своему дому и Банхардскому пакту. Я поклялся беспрекословно подчиняться вышестоящим чинам. Я не могу позволить себе оспаривать приказы, какими бы подозрительными они не были. Если меня казнят, то так тому и быть. А пока позволь... Блядь, крепость долбай идиотов. Прошу прощения. Ты куда, блядь, стреляешь, чувак? Так, подруга, походу по полной поплыл. Так, я нашел эту записку. Думаю, с новым служителем генерала что-то не так. Руины у реки. Генерал закрыл к ним доступ и запретил вход туда. Все интереснее и интереснее. Нам нужно разузнать побольше о служителе генерала Дариэле и Гилвене.
и понять, почему хозяин отправил его в эти руины. И кто эти личности, о которых он упомянул в записке. Ну, пойду посмотрю. Или генерала не подменили, а просто кто-то, блядь, обрабатывает. Морально. Если чё, кстати, даже Райзи, могу посоветовать тебе гильдию. Вот есть Ghost of Morrowind, там типа взносов нету, а торговец есть. Взносы типа в торговых гильдиях обычно ты за неделю либо выполняешь план продаж, либо платишь взнос. Либо так, либо так. Но рекомендую что-то типа от Ghost of Morrowind. У них взносов нету, и торговец в принципе в очень хорошем месте. Там недавно в нее вступил, теперь он пользуюсь ее услугами. Хвала трем, с виду ты не похож на этих ненормальных молоторожденных. Кто ты и как ты здесь оказался? Меня зовут Саривин, я солдат из форта. Я спустился к реке, чтобы насладиться выпивкой в тишине, подальше от глаз начальства. Не смотри на меня так. В общем, эти идиоты-культисты меня схватили. Дальше я ничего не помню. Очнулся уже здесь в заперти. Я вытащу тебя отсюда. У кого-то из этих молоторожденных должны быть ключи от клетки. И еще кое-что. Когда они бросили меня сюда, я заметил у одного из них жуткую доэдрическую книгу. Они унесли ее в нижние туннели. Если тебе удастся раздобыть эту книгу, я мог бы с ее помощью объяснить свое отсутствие. Вот и жук какой. Не убивай меня. Кто-нибудь на помощь. Че ты прячешься? Я видел, что ты делал с другими молоторожденными, там, в большом зале. Я не хочу окончить свои дни, как остальные. Тогда расскажи мне, что здесь происходит. Мы молоторожденные. Ты не можешь нам приказывать. Мы управляем вашим генералом. Мы управляем вашей крепостью. Но на этот раз ты опоздал. Нас уже не остановить. Чувак, рассказывай, или я тебя убью. Вот так-то вы сразу. Ладно, только не убивай, я расскажу все, что знаю. Настоящий генерал мертв, принесен в жертву во славу великой госпожи магистра Вокс. Нет уже вашей Вокс. Мы призвали доэдрическую сущность, чтобы заменить его. Копию, которая приняла его облик. Что это за копия и где я ее могу найти? Это Дремора. Она здесь в одном из залов внизу. Ему необходимо каждые несколько часов навещать тело генерала, чтобы не утратить его облик. Прошу тебя, я рассказал все, что знаю. А вот поебать. Я очень жестокий.
Ключ от клетки есть. Сейчас спрячем тело. Ебаные гриморы. Уходим. Так, ты вернулся. Тебе удалось отыскать ключ и книгу? Да, я нашел ключ и книгу. Какое облегчение. А теперь выпусти меня и отдай мне книгу. Мне надо доложить об происшествии сержанту Марилу. Может быть, ты замолвишь за меня словечко? Расскажешь ему, какую храбрость я проявил? Ладно. Сержант. Сервин рассказал мне интересную историю. Не хочешь дополнить ее? Да, сержант, он ввязался в противостояние с молоторожденными, совершенно не думая о собственной безопасности. Трудно, конечно, поверить в такую историю, но книга, которую вернул Сарвин, похоже, все подтверждает. Возьми это в награду за труды. О, вот это вот очень и очень хорошая вещь. Так будет на всякий случай, конечно, но основное это атака в ближнем бою. Теперь будет так, а теперь перекур.
Так, а мы продолжаем. Так, у нас дальше разбирательство за генерала. Где ты был? Где генерал? Генерал был убит, а его место занял Дремора. Я нашел это кольцо-печатку. Ну, конечно же, безумие генерала, странные звуки из руин, теперь все понятно. Мы были так ослеплены протоколом, что не смогли этого разглядеть. Я немедленно беру командование на себя и пошлю солдат, чтобы разобраться с молоторожденным. Спасибо. Скажи спасибо Рагне, она знала, что что-то не так и убедила меня в этом разобраться. Она, как истинный твердолобый норд, плюет на установленные порядки. Наверное, нам всем стоит поучиться у нее. Извини меня, друг. Я думаю, у нас есть офицер, который заслуживает повышения. Так, а это еще не конец. С генералом разобрались, но не со всеми мы проблемами в этом лагере разобрались. Так, ну давай с тобой поговорим. Ага, нет, с тобой мы не хотим говорить. Ты это из гильдии магов. Ой, из гильдии бойцов. Избивают, вымогают, забирают, что ни попадя, будто так и должно быть. Кто-то должен выступить против этих главорезов. Что за главорезы? Тс, не так громко, а то у меня будут неприятности. Часовые за меньшее отправили немало солдат к целителям. Кроме того, ты здесь чужой, тебе не стоит вмешиваться. Ну, прежде это меня никогда не останавливало. Ну, часовые наверняка не ожидают, что ты бросишь им вызов. Но это подлая свора и смертельно опасная. Послушай, если ты решился вмешаться, поговори с командиром Талдином на тренировочной площадке. Он их начальник. Окей. Пойдем говорить с Талдином. Чем могу помочь? Насколько я знаю, с некоторыми из твоих солдат возникли проблемы. Дай-ка угадать, ты говорил с Фервином. Неплохой повар, но даже овце Азура даровала больше разума. Ему пора научиться не совать нос в чужие дела. Просто уходи, это не твое дело. Ты так и будешь позволять этим солдатам терроризировать форт? Не от меня это зависит. Генерал Геврин назначил их следить за порядком. Это наделило их властью творить, что им заблагорассудится. Если буду об этом распространяться, я покойник. Извини, мне что-то не хочется совать голову в петлю. Ну давай я помогу. Ты можешь попробовать. Часовые демонстрируют силу посредством запугивания. Единственный способ остановить их — это побить их в собственной игре. Вызови на бой самых грозных воинов, победи их, и они отвяжутся от лагеря. Окей, даем пиздюлей часовым. Часовой, настал час расплаты. Все, отсекайся, братан. Следующий. Кое-что надо поменять местами, вот так. Поверить не могу, я думал, что часовые сделают из тебя фарш. Приятно было тебя удивить. Ха, да ты удивил всех нас, особенно часовых. Что ж, теперь издевательством пришел конец. Отличная работа. А этот двуручный меч мы теперь напялим.
Он поярче выглядит. Так, эту локацию мы закрыли. Теперь зайдем в Тудай. Заберем камушек. С этой стороны мы не зайдем. О, пойдем босса заберем сразу. Так. Так, и теперь святилище Велота.
Ага, мы там были, но мы там не все квесты, походу, выполнили. Осознание того, что священный череп вернулся в реликварий, согревает мое сердце. Что здесь за переполох? Святой Велот говорит, что кто-то придет и поможет нам. Магистр Вокс открыла в этих святых местах доэдрические порталы. Для этого мира они точно раны. Теперь мерзкие существа всех видов расползаются оттуда и атакуют нас. Чем я могу помочь? Мы пытались закрыть порталы, но Вокс умна. Она использует темную магию для связи каждого портала с наблюдателем. Приходится убивать наблюдателей, чтобы закрыть порталы. Так погибло много наших. Ну окей, я закрою. Так. Один портал. Другой портал. Третий. И последний. Ой. Сознание того... Так, это ты уже говорила. Порталы закрыты. Спасибо тебе. Твои деяния подняли боевой дух жрецов и служителей. Дали нам всем надежду. Мы в долгу перед тобой. Я всего лишь хотел помочь. Да благословят тебя трое. Спасибо тебе. Теперь попробуем как-нибудь разобраться с этим кошмаром. Так, все. Теперь эту локацию мы тоже закрыли. Так, тут явно кто-то был до меня. Ага, да, вот оно.
Так, дальше. Дальше вот это. Не, вот эта вот локация. Шадасура. Астула. Но в нее мы можем попасть только с Морнхолда. Это я помню, этот гемор. Значит, сначала пойдем заберем камушек. Я левел апнул. Еще и босса завалили по дороге. Вообще отлично.
Раз сейчас мимо Морнхолда буду бежать. Морнхолд же вроде город называется. И как раз сброшу один навык ненужный нам. О, заодно разберусь. Все ненужное продаем. You'll fill the bill nicely. Let's talk. Тут мы убираем вот это, вот это, вот это, вот это вот добавляем. Так. Стандарт улучшим сразу. Так, переносной. Переносной? Нихера себе. Так, огненное дыхание. Меняем на ядовитое. Сюда. Сюда. Вот так. Подтвердить. Остальное тогда улучшаем.
Ноэдра. Так. При нанесении урона вы на 3 секунды создаете заряд, обжигающий свет. Накопив 4 заряда, вы наносите 651 магического урона. Можно создавать не более одного заряда в полсекунды. Сила этого эффекта зависит от вашей силы оружия. Понятно. Двуручная. Используя меч, ваша сила оружия увеличивается. Затраты на приемы снижаются. После проведения полностью заряженной силовой атаки ваш урон увеличивается на 4 секунды. Ну, тоже пусть будет. Так, и где-то здесь, по-моему, на пирсе должен быть квест этот, если я не ошибаюсь. Fate summons you, champion. Will you answer its call? Оп, не тот пирс. Скажи, как прибыло твое приглашение? Хищная птица принесла в когтях? Или его доставил обворожительный великан? Мое передал жуткий призрак. Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду, спрашивая, что я имею в виду? Конечно же, твое приглашение для поступления в Шадастулу. Это, короче, квест отсылка на Хогвартс. О боги, ты и правда понятия не имеешь, о чем я говорю, так ведь? Даже вообразить не могу. Мы ожидаем отправления в Шадастулу, Академию магии. Академия рассылает приглашения только самым многообещающим магам. Предполагается, что там будут обучаться будущие лидеры великих домов и Абанхардского пакта. Прошу прощения, я думал, это общеизвестно. А, тогда где мне записаться? Не все так просто, тебя должны пригласить. Нет приглашения, нет переправы на лодке до острова. Попасть в Академию очень трудно, это тебе не гильдия магов. И как мне получить приглашение? У всех, кто здесь ждет лодку, и уже есть приглашение, но я сомневаюсь, что кто-то пожелает отдать тебе свое. Получить приглашение — большая честь. Любой, кто готов отказаться от него, не подходит для Академии. Ну и кто бы мог выписать приглашение? Ну, Ейрвадра, похоже, не очень торвется в Академию. Аренус и Гурони — любители споров с большими ставками. Я даже слышал, что некоторые студенты покупают место в лодке, но не уверен, что это правда. О, попробуем тихонечко забрать. Я никогда не забиралась так далеко от дома. До сих пор не могу поверить, что решилась на это. Что ты делаешь? Собираюсь отправиться в какую-то модную магическую академию. В моей семье ни у кого не было склонности к магии, но у меня есть дар. Я этого не хотела, я этого не просила. Так что же тебя сюда привело? Отец не знает, как быть со мной быть. Когда пришло приглашение, он, казалось, жаждал меня отослать. Я никогда не забиралась так далеко от Нижнего Йоргрима. Не знаю, так ли уж я хочу уйти в Шадастулу. Ну так не ходи. Место дома с семьей и друзьями. Позволь мне забрать твое приглашение. Ты прав, на этом заклинательном поприще я бы с треском провалилась. К тому же я уже скучаю по своим друзьям. Скажу отцу, что поняла, как держать магию под контролем, и больше никогда ею не воспользуюсь. Вот так вот. Не наебешь, не проживешь.
Но продолжим мы уже завтра. Завтра мы добьем Дэшан. А в субботу начнем Контрол. Поэтому спасибо за просмотр, народ. Приходьте ще. Доброй ночи всем.